он По сравнению с этой, она вообще никакущая. Вот. И туда внутри все ресурсы с несколькими... Блин! Жаль, у меня записи нет. Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать выделенный сервер для игры Ark. Сразу скажу, для кого это может быть полезно. Это может быть полезно для больших дружеских компаний, у которых есть в распоряжении какой-нибудь лишний компьютер, либо для ютуберов, которые хотят снимать какие-то свои эксперименты по этой игре. Ну или если вы хотите какой-нибудь собственный коммерческий проект на основе этой игры запустить, какой-нибудь там магазин внутри сервера с выдачей разных ресурсов за деньги, разных динозавров. В общем, вариантов тут масса. Тема хорошая. Here we go. Money talk. Here comes the money. Итак, приступим, собственно, к установке самого сервера. Для начала нам нужно скачать последнюю версию установщика. Ссылку на страницу с установщиком я прикреплю снизу видео. После этого запускаем установку программы от имени администратора и выбираем папку для установки. Желательно, чтобы было не менее 15 гигабайт свободной памяти, и очень желательно, чтобы это был жесткий диск или SSD, постоянно подключенных к компьютеру, так как скорость загрузки сервера очень зависит от скорости чтения жесткого диска или SSD. При первом запуске программы она попросит выставить еще одну директорию для данных сервера. Нажимаем ОК и создаем папку внутри папки с самим менеджером. Называем ее как нам удобно, но в английской раскладке, во избежание проблем. Выбираем эту папку и в следующем диалоговом окне жмем «Да». Далее менеджер установит Steam CMD. По окончанию его установки в диалоговом окне брендмаура нужно будет установить две галочки и разрешить доступ. Далее запустится непосредственно сам менеджер. Чтобы создать новый профиль сервера, нажимаем на зеленый плюсик под номером версии. Появится окно настроек вашего профиля. Сразу же переименуем его и нажимаем на кнопку Install. Запустится инсталляция тела сервера. Она может занять довольно-таки долгое время. Если она выдает сообщение об ошибке и прерывается, пробуйте запускать заново. После того, как установщик выдаст сообщение о том, что он полностью установил тело сервера, закрываем его окно на красный крестик. Далее идем во вкладку администрирования и выставляем желаемое имя для своего сервера. Также из этого окна записываем себе куда-нибудь на бумажку или в телефон номера портов. Зачем, я объясню позже. Чуть ниже во вкладке Maps and Mods выбираем нужную вам для сервера карту. Сразу поясню, что здесь мы можем выбрать любую карту, но поиграть сами на своем сервере вы сможете только с наличием у вас нужного обновления. То есть, если вы включите сервер с картой Scorched Earth, но у вас будет обычная версия Ark, то, соответственно, поиграть вы сами не сможете. Также очень важно, после каждого обновления, после каждого изменения на сервере, нужно сохранять его с помощью кнопки Save. На этом минимальная настройка самого сервера закончена. Если будет спрос на видео, то я запишу более широкие настройки сервера, такие как прописание админки, установка модов, баны и тому подобное. Очень много всяких возможностей, поэтому лучше их выделить в отдельные видео. В этом видео мы коснемся лишь установки непосредственно самого сервера и настройки Windows и роутера, которые помогут нам его запустить. Для установки параметров фаервола для нашего сервера нажимаем «Пуск», выбираем колесико параметров, далее обновление и безопасность, далее безопасность Windows, далее открыть центр безопасности защитника Windows, нажимаем на бренд Mauer и безопасность сети и выбираем дополнительные параметры. В открывшемся окне нам нужно будет создать свои правила для входящих и исходящих соединений, чтобы сервер мог передавать и принимать информацию. Итак, начнем. Нажимаем в левой колонке «Правила для входящих подключений», затем в правой колонке «Создать подключение». Выбираем пункт для порта, далее протокол TCP, далее в окно «Определенные локальные порты» вбиваем порт, который мы записывали ранее на бумаге, без разницы, какой по очереди вы будете забивать. Следующим пунктом выбираем всегда «Разрешить подключение». Следующее окно мы пропускаем и затем придумываем название для нашего нового правила подключения. Удобнее всего будет назвать его по имени программы, номеру порта и типу порта. То есть в нашем случае это Ark сервер TCP 27015.
Аналогичным образом нам нужно создать еще 7 правил. Всего у вас должно получиться 8 правил, они сейчас у вас на экране. Для простоты я подписал вам тип подключения, протокол подключения и номер порта. Проще всего выписать их на бумажку и галочкой помечать уже сделанные, чтобы не запутаться. Теперь приступим к настройкам нашего роутера. Авторизуемся, заходим на главную страницу и выбираем пункт безопасность, как у меня. Либо у вас это может быть Firewall, либо просто NAT. Конкретно в данный момент нам нужен пункт трансляции сетевых адресов. Далее нажимаем «Добавить правила», галочку не ставим, рабочее расписание не указываем, в описании указываем название нашего правила, в пункте «Интерфейс» выбираем интерфейс нашего интернета, в моем случае это Broadband Connection, в вашем случае это может быть PPOE тоннель, в общем любой интерфейс, откуда приходит интернет. Далее, как и в настройках Windows, выбираем тип протокола, нажимаем «Открыть один порт», пишем номер порта, в нашем случае это 27015, и перенаправить на адрес. Здесь нужно ввести локальный адрес вашего компьютера, на котором установлен сервер ARC, и нажимаем «Сохранить». Так как в отличие от Firewall Windows здесь нет классификации входящих и исходящих соединений, то соответственно нам нужно создать в общей сложности всего лишь 4 правила. И вот наконец-то после всех наших мучений наступает момент истины. Мы можем зайти в ARC Server Manager и нажать кнопку Start. Далее пойдет загрузка. Сразу скажу, что загрузка довольно-таки длительная. На разных устройствах, с разными процессорами, с разной оперативной памятью, жесткими дисками. Она занимала от минуты до 7 минут. По окончанию загрузки у вас появится значение статус Running, а значение Availability Available. Первая показывает, что наш сервер успешно запущен, а вторая показывает то, что он участвует в листинге Steam. То есть, грубо говоря, он виден в списке серверов. Теперь после окончательной прогрузки нашего сервера мы можем попробовать зайти в игру и найти наш сервер. Для этого нажимаем «Присоединиться», затем выбираем неофициальные серверы и вбиваем наше название, то есть DuckMySig, как у меня было в названии сервера. Как мы видим, он виден в списке серверов, теперь попробуем подключиться к нему. Ну и как видно, мы вполне себе успешно загрузились. Если тебе было полезно это видео или оно тебе понравилось, ставь лайк, подписку, до встречи, пока!